Сегодня у нас тендерная высадка, пляжи Лазурного берега, дворец фестивалей и конгрессов и тайна Лиринских островов. А теперь обо всем по порядку. Раннее утро, красивое начало нового дня. Итак, сегодня наш корабль стоит на якоре. Под этим навесом находятся спасательные шлюпки, и команда уже готовит их к тендерной высадке. Так что же такое тендерная высадка или тендеринг? Когда корабль не может пришвартоваться в порту и встает на якорь недалеко от берега, процедура высадки проходит на спасательных шлюпках или других катерах, которые доставляют пассажиров от корабля до берега и обратно. Именно спасательные шлюпки, которые вы видели на корабле и, наверное, тоже уже прикинули, а хватит ли их на всех, чаще всего используют в качестве тендеров. Мы посмотрим, как проходит этот процесс на корабле вместимостью 2500 пассажиров и на корабле вместимостью больше 4000 пассажиров. Более крупные суда часто предлагают тендерные билеты. Они бесплатные, используются для распределения гостей и сокращения времени ожидания. Суда с меньшим количеством гостей не используют тендерные билеты, но самый первый тендер может быть занят, потому что в любом из вариантов гости, проживающие в люксах, или те пассажиры, которые приобрели экскурсии на корабле, получают приоритет при выходе с корабля. Сейчас мы находимся на корабле Jewel of the Seas вместимостью 2500 пассажиров. Кто-то бегает, кто-то завтракает, и никто никуда не спешит. Идем на выход, как обычно, только садимся в лодку. Не стоит бояться укачивания, поездка занимает не больше 10 минут. Тендер – это прекрасный опыт в круизе. Он предлагает небольшую морскую прогулку с прекрасным видом на корабль и на берег. И сейчас поговорим о корабле MC Divina, 4363 пассажира на борту. Мы завтракаем в буфете на 14-й палубе и смотрим, как бегают катера от корабля к берегу и назад. Объяснение процесса тендера и распределения билетов в ежедневной программе. В одном из красивых баров ждем команду на высадку. Корабль довольно устойчив на воде, а вот катер может качаться вверх и вниз. Несколько человек из команды корабля стоят у катеров, направляют и поддерживают за руку, когда вы заходите в катер. Есть помощь для людей в инвалидных колясках или с другими проблемами мобильности. Просто обязательно нужно сообщить об этом заранее. Также тендеры предоставляются и местными компаниями, когда администрация порта предлагает катера с большей вместимостью, что позволяет доставить на берег больше людей. Это немного ускоряет процесс. И вот они, Канны. Пальмы и пляжи набережной Круазет. Набережная. А если пойдете от причала налево, попадете на чистый, красивый пляж Дюмиди. Как раз между набережной Круазет и пляжем Дюмиди находится дворец фестивалей и конгрессов. Тут же находится аллея звезд, казино. Немного прогуляемся по красивым улочкам города и возвращаемся на корабль. На наш уютный балкон или на общую палубу. Корабль проходит мимо Лиринских островов. На одном из них, острове Святой Маргариты, в крепости Форт-Рояль, находился в заключении человек в железной маске.
По одной из версий, брат короля Людовика XIV. В театре скоро начнется ежевечернее шоу и заканчивается еще один день круиза. Но завтра у нас встреча с еще одним городом.